Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Ранчо Санчо. У меня сегодня хороший прям подгон. Это вот такое вот дикое мясо кабана. Из дикого кабана очень хорошо можно сделать шашлык, но у меня та часть, которую мне дали, не подходит для шашлыка. Очень много прожилок, поэтому я сделал выбор в пользу котлет. Это будут очень хорошие сочные котлеты внутри с начинкой. А с какой начинкой? Я вам сейчас покажу. Котлеты из кабана, кстати, получаются очень вкусные. Кстати, многие говорят, что это лучшие котлеты. Точнее, чтобы сделать лучшие котлеты, подходит именно мясо кабана. Первым делом я подготавливаю начинку, а это будет у меня внутри шампиньоны. Их нарезаем как можно мельче. То есть своего рода будут такие зразы. Измельчайте в хаотичном порядке, просто мелко. Можно еще вот так вот. Я взял 400 грамм шампиньонов. Они еще утушатся. Поэтому будет отлично. Котлеты я сегодня делаю на саджа. На плоской чугунной сковородке. Ну а вы можете делать свободно это дома на обычной сковороде. Побежали разжигать огонь. Наливаем немного подсолнечного масла. Друзья, если вы любите готовить на природе, то рекомендую купить себе сковороду Саджа. Очень прикольная и классная вещь. Первым делом отправляем обжариваться лук. Буквально минутки 3 до золотистости. Обжарили лук и сразу же отправляем сюда шампиньоны. И теперь это все хорошо прожариваем, утушиваем. Это будет такая начинка для котлет из кабана. Друзья, какие прекрасные ароматы дымка небольшого, обжаренных грибов. Я очень люблю готовить на природе, на улице. Это гораздо получается ароматнее. И с таким-то это настроением все готовишь. Начинка готова, а теперь начинаем разделаться с мясом. Смотрите, все пленки я сейчас буду удалять, срезать. Жирок, который здесь есть, я его оставлю. Он пригодится. Котлеты лучше с ним перекрутятся. Вот это жир. А вот это вот такая пленка. И она будет жесткая, поэтому подготавливаем и разделываем мясо. Все пленки удалил. И посмотрите, насколько мраморное мясо у кабана. Вообще класс, будет сочно. Вот это не пленочка, это уже жирок. Жирок нам понадобится. И нарезаем на дольки, чтобы это все поместилось в мясорубку. К фаршу я добавлю хмеля сунели, немного мускатного ореха, добавляем соль, немного специй для мяса. У меня здесь самодельная, немного специй для мяса, аджика, и все это вместе перемешано. И добавляем черного перца по вкусу. И теперь все это хорошо перемешиваем. Накладываем сюда начинку из грибов. Сюда кусочек сливочного масла. И все это хорошо заворачиваем. Добавляем в садж масло. Даем ему немного раскалиться. Берем котлетку, отправляем в муку.
И отправляем жариться. А на гарнир я подам жареную картошку. Отправляем обжариваться лук. И отправляем картошку. Накрываем крышкой и долго не мешаем, чтобы она подшкварилась. Такая картошка самая вкусная. Она уже начала схватываться, можно перемешать. Солим картошку. И добавляем черного молотого перца. Можете что-то из специй добавить. К примеру, можно немного паприки добавить красной. Сладкой либо копченой, тоже придаст красивый цвет и аромат. Картошка практически готова, и отправляем подогреваться котлеты вместе с картошкой. Вуаля! И теперь это все посыпаем зеленью. У меня это укроп и лук. Красота. Вот это, я понимаю, хороший такой ужин. Друзья, отфоткали сие произведение красивое. Ну а теперь момент дегустации. И посмотрим, что у нас внутри в котлетках. Вот они, посмотрите, все прожаренные внутри, вся начиночка есть. Класс. Это суперские вообще котлеты из кабана. Нежнейшее просто мясо. Жареная картошка. Вот такая вот немного поджаристая. Друзья, насколько вкусные котлеты получаются из дикого кабана. Вы себе представить не можете, если вы этого не пробовали. Если доведется у вас где-нибудь купить такое мясо, либо же вдруг вам его принесут и подарят, приготовьте обязательно котлеты. Они сногсшибательные, друзья. Спасибо, что смотрите, спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на канал, если вы новый наш зритель. Ну и оставляйте комментарии. Всем до новых встреч, смотрите нас дальше. Пока.